такая вот панама у меня получилась. Давайте сейчас ее измерим. Что у нас получается по размерам. Значит, смотрите, длина от макушки берем. Так, сюда вниз. 27 сантиметров. Ширина вот здесь вот по обхвату головы. Вязала на обхват головы 56 сантиметров. Здесь тоже 27 сантиметров по ширине. И ширина самого вот этого бортика получается 37 сантиметров. Так, ее еще можно вот так вот отвернуть и носить тоже вот таким образом. Смотрится очень красиво. Мне понравилось, кстати, с отворотом, как она смотрится. Так, что еще? Описание данной панамы оставлю внизу под видео. Обязательно заходите, смотрите. Если вдруг что-то непонятно, то задавайте вопросы. На все постараюсь ответить. Вот такая панама. И сейчас уже вставлю вам нарезочку, как вязать ее поэтапно. Сегодня свяжем панаму из Alize Puffy. Пряжа с большими петельками. Начнем с макушки. Смотрите, что мы будем делать. Значит, можете разрезать пару петелек и сделать кольцо амигуруми, и с кольца уже начать делать петельки. Я же буду все петли сейчас провязывать вот в эту нашу крайнюю петельку. Каким образом? Вот моя петелька крайняя, и в нее я провяжу, получается, 9 петель сделаю, чтобы уже потом идти расширяться, нашу макушку вязать на длину. Значит, берем вот наша первая петелька, в нее сейчас мы будем все петли остальные ввязывать. Берем вторую петлю, заводим ее сюда, в нашу первую петельку. Третью петлю я завожу во вторую петлю, которую только что провязала. Завожу во вторую. Все. Вот таким образом. Вторую в первую, третью во вторую. Провязали. Дальше идет четвертая петля. Четвертую петлю я опять завожу в первую петлю. Это, считай, первую петлю я сделала как кольцо амигуруми. Значит, четвертую я завожу в первую. Пятую я завожу в четвертую петельку. Вот такие у нас получается. Вот это как кольцо у нас идет первая петля. И вот идут уже наши остальные петельки. Дальше это у нас была, значит, пятая. Шестую петлю я завожу опять в первую петлю. Седьмую я завожу в шестую. Вот у нас получается один, вот такой вот, как столбиком его назовем. Один столбик, второй и третий. И таких нужно сделать 9. Значит, была седьмая у нас петелька. Восьмую я буду заводить опять в первую петлю, а девятую в восьмую. Так, у нас дальше идет 10-я петля, она идет в первую петлю. 11-я провязывается в 10-ю. Все по очереди. Так, дальше, значит, 12-я в первую петельку в наше кольцо. Так, это 12-я была, да? 13-я в 12-ю, значит, будет провязываться. 14-я у нас провязывается в первую, в кольцо в наше, а 15-я в 14-ю. Так, и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще нужно 2 раза. Значит, это у нас уже 16-я пойдет в первую нашу петельку, а 17-я пойдет в 16-ю провязываться. Так, и 18-я получается опять в первую петельку в кольцо. 18-я и получается 19-я петля будет в 18-ю провязываться. И все. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. А, еще один раз нужно сделать. Значит, 20-ю я завожу в первую петельку, а 21-ю в 20-ю. Все. Провязали наших 9 петелек, необходимых нам. Так, у меня здесь вот хвостик, его потом в конце можно будет спрятать, либо просто
подтянуть здесь колечко, если у вас будет там большая дырочка какая. И сейчас будем уже вязать по кругу. Значит, что мы делаем? Еще понадобится вам обязательно какой-нибудь маркер, либо булавка, для того, чтобы отметить начало ряда. Значит, вот наша первая петелька, которую мы провязывали. В нее мы отмечаем маркером, что это наше начало ряда. И сейчас у нас здесь 9 петель. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Даже 10 у меня получилось. Ну, в принципе, я оставлю 10. Можно 10, можно 9. Ничего страшного. Что-то я здесь перемудрила. Остается, значит, 10 петель. Так, у меня провязанных. Значит, смотрите, и следующий ряд мы сейчас будем провязывать с прибавки. То есть прибавка, это значит, что мы в каждую вот эту одну нашу петельку будем провязывать по 2 петли. У нас в итоге должно получиться в конце 20 петель. Так как здесь у нас сейчас 10, в каждую по 2 провяжем, и получится 20 петелек. Значит, одну заводим петельку и сюда же заводим вторую в эту же петлю. Вот наших 2 петли. Провязали. Следующая петля. Опять провязываем 2 петли. 1 и 2 петелька. Дальше опять 2 петли в следующую. 1 и 2. Провязали. Дальше то же самое повторяем все до конца ряда. 1 и 2. Вот таким образом. И доделывайте этот ряд до конца. Вот, провязали наш ряд с прибавками. 20 петель у нас получилось, мы их все провязали. Сейчас маркер я переодену вот сюда, в эту петлю продену, чтобы не потерять начало ряда. Так, и сейчас мы просто вот этот ряд провязываем петля в петлю. То есть вот наша первая петелька, мы сюда одну петельку провязали. Следующая петля, тоже одну петельку провязываем. Дальше опять одну петелечку провязываем. Все без каких-либо прибавок вяжем этот ряд до конца. И в следующем уже будем опять делать прибавки. Довязывайте этот ряд без прибавок. Все, провязали наш ряд без прибавочек, который все 20 петелек. Так, и сейчас в следующем ряду опять будем делать прибавки. Маркер опять перед снимаю, чтобы не потерять начало ряда. Так, каким образом, значит, мы будем делать прибавки? Смотрите, провязываем. Первая петелька провязали, вторая петелька провязали, ну, по одной петле вытащили, да? С третьей петельки уже будем вывязывать 2 прибавки, ой, 2 прибавки говорю, 2 петельки, то есть делать прибавку. Одну провязали и вторую здесь же провязываем. Вот таким образом, так. Опять дальше вяжем. 1 петелька, 2 петелька и прибавка. 1 и 2. Вот с нашей третьей петельки 2 петли у нас выходит. Дальше опять вяжем то же самое. 1 петелька, 2 петелька и с третьей петельки делаем прибавку. То есть 2 петли вывязываем. Протягиваем, вот 2 петельки у нас получилось из одной. Опять 1 петелька, 2 петелька и третья прибавка. 1 и сюда же мы вторую продеваем. Вот таким образом, да? Довяжем до конца этот ряд. Вот смотрите, и я довязываю до конца. Вот я сделала 1, 2 петельки и прибавка следующая, да? И здесь у меня в конце ряда получается, что у меня просто остается 2 петли. И каким образом я их буду провязывать? Я провяжу здесь прибавку, то есть первую петлю я провяжу просто обычно одной петелькой, а с последней петельки я вывяжу 2 петли, то есть сделаю прибавку. 1 и 2. Вот таким вот образом провяжу. Потому что здесь у меня большое расстояние получится. 4 петли, ну, без прибавок. Так, и я из последней просто вывяжу прибавочку. Вот такой у нас уже круг получается. Сейчас посчитаем петли, сколько у нас получилось их здесь.
2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7. 27 петель у меня получилось в моем круге в этом. Так, сейчас ряд следующий я провяжу без прибавок, то есть петля в петлю. Опять маркер переодеваем на следующую петельку и провязываем наш вот этот ряд просто петля в петлю, и посмотрим, что у нас получается. Может быть, уже будем дальше вязать на длину нашу, уже больше не будем делать прибавки. Сейчас увидим, посмотрим. Так что провязывайте этот ряд без изменений. Довязали наш 5-й ряд до конца, получается. Все вот эти 27 петелек провязали петля в петлю. И сейчас я в следующем ряду сделаю 3 прибавочки, чтобы уже округлить количество петель, сделать их 30. И все, и дальше уже будем вывязывать на длину. Значит, каким образом мы будем делать наши 3 прибавки? Провязываем 8 петель, а в 9-ю провязываем 2 петли, то есть делаем прибавочку. Смотрите. Так, опять меняем начало ряда, маркер. Переставляем. Так, переставили. И вяжем. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из 9 будем делать прибавку, то есть 2 петельки вывязывать, 1 и 2 сюда же. Так, провязали. Опять то же самое повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 из 9 прибавка, 1 и 2 петелька сюда же в нее. Дальше опять провязываем последние 8 петель. 1, 2, 3. Вот петли не пропускаем. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот с последней петельки 2 петли из 9. Раз и 2. Все, провязали наш 6-й ряд, сделали 3 прибавочки. Так, и сейчас уже будем вывязывать длину нашей панамы. Каким образом? Значит, маркер мы опять меняем, переставляем его на следующую петельку. Так, и вяжем уже просто петля в петлю на необходимую нам длину. Уже длину вы можете регулировать сами, примерять панаму и уже в зависимости от этого смотреть, как потом вывязывать бортик, когда после скольки рядов. Сейчас я провяжу необходимую длину и присоединюсь к вам. Значит, сейчас вяжем просто все вот эти 30 петель, несколько рядов. Ну, я провяжу ряда 4, посмотрю, примерю, если будет достаточно, я присоединюсь к вам, и тогда все вам расскажу, сколько я провязала. Все, провязала я необходимую длину для панамы, для моей. Так, у меня получилось, что после 6-го ряда с прибавками, когда мы сделали уже последний ряд с прибавками, получили 30 петель всего по кругу. Дальше я провязала 4 ряда без прибавок, каждый ряд по 30 петель, то есть 7, 8, 9 и 10 ряд, 4 ряда у меня получилось по 30 петель на мою длину. И сейчас дальше в 11 ряду я буду делать прибавки, буду делать уже вот этот вот такой бортик, да, у нашей панамы. Я примерила ее, кстати, мне уже этой длины достаточно. Вы тоже примеряйте по ходу вязания, чтобы видеть, как она на вас сидит. Может что-то где-то убавить, несколько петель, наоборот добавить. Так что смотрите, объем головы у всех разный. Так, сейчас, значит, у нас 11 ряд, и мы будем делать наши прибавки. Каким образом? Я буду делать прибавки через каждые 2 петли. То есть 2 петли провязываю. Вот 1, 2,
провязали 2 петельки, и в третью петлю буду провязывать, ну, как обычно мы делали прибавки до этого, 2 петельки, 1 петелька в третью и 2 петелька в третью, сюда же. Так, провязали прибавку. Дальше опять то же самое, 1 петля, 2 петля, а в третью 2 петельки сразу, прибавка наша. Сделали. Дальше опять провязываем, 1 петля, 2 петля и прибавка, раз, и сюда же 2. Вот таким образом довязываем наш вот этот 11 ряд до конца с прибавками. Все, довязала 11 ряд, сейчас 12 ряд буду вязать петля в петлю. Значит, у нас должно было получиться с нашими прибавками плюс 10 петель, то есть было 30 петелек, сейчас должно было стать 40 петель, так как мы сделали 10 прибавок всего. И сейчас все эти 40 петель просто провязываем петелька в петельку, наш следующий ряд. И тоже уже после этого вы можете примерять и смотреть, достаточно ли вам такого бортика, закрывать петли или еще сделать несколько рядов с прибавками, либо просто провязать. Уже здесь вы можете контролировать все самостоятельно. Все, довязала я, значит, 12 ряд наш без прибавок, 40 петелек, и уже будем закрывать нашу панаму. Каким образом? Вот наша первая петелька, мы вот эту первую петлю будем набрасывать на вторую, вот таким образом. Протянули, вытащили. Опять первая наша петелька, набрасываем ее на вторую, протянули, вытащили, первую набросили на вторую, и вот такая косичка у нас здесь по краю получается. Закрываем так весь этот ряд до конца. Все, закрыла последнюю петельку, и смотрите, как мы здесь все спрячем, соединим. Значит, вот эту последнюю петлю, которую мы только что сейчас продели, закрыли, вот она у нас здесь остается одна. Мы вот эту петлю вот сюда под нашу первую петельку заводим, вот сюда ее продеваем и вытаскиваем здесь, так. Дальше что мы делаем? Отрезаем, оставляем здесь 2 петельки, отрезаем ниточку, разрезаем эти 2 петли, и вот эту нить, которая у нас осталась, так, мы ее продеваем через вот эту нашу высунутую сюда петельку продетую, так, продеваем ниточку сюда, ее вытаскиваем полностью, вытянули. Можете ее еще здесь несколько раз продеть, сделать узелок, там какой-нибудь крючком, так, если у вас есть крючок. Нет, можете просто там завязать. И прячем ее здесь с внутренней стороны уже по ходу вязания. Можете здесь вот ее спрятать, просто продеваете вот сюда, здесь внутри, вот таким образом вашу ту ниточку, которая у вас получилась, и прячете. Все, она не будет заметна. И наша панама уже готова.